Итак, от чего весь шум? Дело в том, что один из братьев Даффер, сценаристов и создателей сериала, а именно Росс, на одной из вечеринок, связанных с окончанием съемок 4-го сезона «Очень странных дел», много выпил и сказал очень важную информацию для фанатов сериала. Они планируют в конце 5-го сезона попрощаться со всеми любимой героиней 11. И в сети сразу потекли теории, как и почему. Большинство из них, конечно, бред, но одна из них заслуживает внимания, и сегодня мы ее с вами рассмотрим. Дело в том, что в лаборатории было довольно много детей со сверхспособностями, но лишь одна Одди тесно связана с изнанкой. Она является неким мостом между мирами, и чтобы закрыть связь двух миров, мост должен быть разрушен. А теперь садись поудобнее, я тебе все подробно объясню, но с тебя лайк. Итак, на протяжении всего сериала нам показывают порталы, через которые с изнанки к нам пролазят все существа с другого мира. И Одди уже пыталась закрыть его, но все это безуспешно, и я вам сейчас постараюсь объяснить почему. Дело в том, что для каждой двери есть свой ключ. С порталами немного все по-другому. Тут нужен проводник с другой стороны, который откроет портал. Они не могут открываться, как им захочется. Вспомните фильм Warcraft. Там портал для Орды открыл Гул'дан, а с обратной стороны его поддержал Медивh, который впустил скверну в себя. Портал нельзя построить, его можно призвать, а для этого нужно действие двух миров. Так из всех испытуемых детей, а их было довольно много, только 11 смогла найти связь с изнанкой. Нас уже знакомили с 8 по имени Кали, она довольно-таки способна, но связи с изнанкой у нее нет. Поэтому только Одди может закрыть портал. Да, вы скажете, что она уже это делала, и вы правы. Но вот только есть одно большое но. Для того, чтобы его закрыть, Одди должна это сделать с изнанки, а не со стороны нормального мира. Тем самым она сможет разрушить связь, но должна пожертвовать собой. Это очень сложный выбор, но другого пути нет. Невозможно победить всех демогоргинов или истязателя разума. Гораздо проще, эффективно просто разрушить связь. В принципе, мы видим, как растет сериал, зрители и сами герои, поэтому детским его уж точно не назовешь. Как было с Гарри Поттером, который рос со своими зрителями. И уже в 4-м сезоне сериал будет рассчитан на более взрослую аудиторию. А в 5-м сезоне веселые забавы перерастут в настоящий ужас. Да, портал не один, и говорят, что в России тоже есть что-то подобное. Но это все промежуточные ветки, иначе зачем тогда русским строить целую секретную базу на территории США, если у них есть такой же портал? Возможно, у русских есть кто-то из детей испытуемых, и нам их покажут, но это все не относится к теории. Дело в том, что в 4-м сезоне к Одди способности вернутся только под самый конец и в самый нужный момент, и Макс будет главным проводником. Это уже ясно с трейлера к сезону. То она парит в воздухе или пытается убежать от нового антагониста сериала. Я лично не думаю, что у нее будет сила, просто она станет невольной жертвой изнанки, как Уилл в первых сезонах. И героиня должна спасти своих любимых друзей. Возможно, Одди не умрет, а просто останется с обратной стороны. Ведь Росс Даффер сказал, что мы попрощаемся с ней. Речи о погибели героини не было. Просто она не сможет вернуться домой. А если даже и захочет, то портал снова надо будет открыть. И так до бесконечности. Поэтому придется чем-то жертвовать. Более интересного и драматического окончания сериала не подобрать, и я с этим согласен. В любом случае, с такой концовкой возможное дальнейшее развитие киновселенной. Если его закончить смертью, и вдруг Netflix захочет вернуть через много лет «Очень странные дела», то есть плацдарм для развития сюжета. Возможно, Одди станет королевой изнанки. Таких возможно можно придумать огромное количество. И фанаты захотят увидеть через 10 лет всех героев, так как произошло с фильмом «Матрица». Вот только чудо не произошло. Но в том или ином случае точку в конце 5-го сезона никто не поставит и заставит гадать и думать, что будет с нашей любимой 11. Но не стоит грустить, в кинематографе есть очень много приемов. Первый, если не показали смерть героя, то его можно считать живым. Я вот, например, сразу знал, что Джим Хоппер не умер, так как его труп не показали. Так или иначе, нас ждет еще 2 сезона одного из самых удивительных сериалов. И нам еще предстоит увидеть всю силу Одди и, возможно, еще детей со способностями. Но на этот раз они не будут такими добрыми и дружелюбными, как Кали.
Все, конечно, ждем 4-го сезона, я его жду с нетерпением. И в 4-м сезоне нам будет известно, что Макс станет главным проводником. Будет интересно наблюдать, как она будет справляться с этими обязанностями. Но если тебе понравилось видео, то обязательно поставь лайк, и мне важны ваши комментарии, то есть что вы думаете насчет этой теории. Всем большое спасибо, good movies, до скорых встреч!